Всем привет! С вами снова я. И сегодня у нас такое будет очень интересное видео. Прислал мне мой подписчик Руслан в ремонт 680 Panasonic. И прислал он мне донора. Все было хорошо. В принципе, ремонт не заслуживает никакого внимания. Там все было элементарно. Но при всем при этом меня чуть-чуть зацепил один маленький момент. Я бы на него не обратил бы внимания, но если бы сам подписчик Руслан тоже мне не сказал об этом. И я заинтересовался. Вот смотрите, два совершенно одинаковых аппарата. RX DT 680, платиновая серия, внешний вид, сами видите, ничем не отличается. Но есть маленький нюанс. А вот я их развернул обратной стороной. Ну что, посмотрите. Вот никто ничего не замечает необычного. Вот можете поставить на паузу и посмотреть внимательно. Ну что, кто заметил, тот молодец. Кто не заметил, тот не молодец. Вот смотрите. Вот этот вот аппарат, тот, который приехал именно на ремонт. А вот этот вот слева, это донор. И вот сейчас о доноре у нас и пойдет речь. И еще раз поближе. Вот смотрим. Вот это значит у нас аппарат тот, который приехал ко мне на ремонт. В принципе, ничего необычного, все стандартно. Смотрим на наклеечку. Made in Singapore, RX DT 680. И сразу же обращаю внимание, напряжение AC 230-240 вольт, 50 Гц. А теперь донор. Самое интересное. Пропала у нас надпись о том, что он сделан в Сингапуре. Нет. И теперь смотрим. AC 110-127 вольт, 200-220 вольт, 230-250 вольт. И потребляемая мощность уже 62 ватта. Вот у нас вольтаж переключения. Но это еще и не все приколы. И напоследок вишенка на торте. Переключатель на АМ 9 кГц и 10 кГц. Шах. Вот такой вот интересный моментик. Значит, я взял сервис-мануал. По крайней мере, тот, который есть в интернете. Значит, что они пишут в сервис-мануале? О том, что они официально 680 поставляли в континентальную Европу, в Великобританию и в Германию и Италию. То есть, вот если взять вот так вот, вот так вот. Все, другого ничего нет у нас. И еще самое, что интересно в том, что тоже в том же сервис-мануале они черным по белому пишут, что напряжение 220 вольт. То же самое по схеме идет, 220 вольт. Очень мне стала интересна такая метаморфоза. И я решил еще раз его разобрать, вот этого донора, и сравнить именно по платам, посмотреть, что там у него внутри. Чем же он будет отличаться от обычного 680-го, те, которые мы с вами привыкли видеть на нашем рынке. Ну что, разбираем аппараты. Значит, для того, чтобы более-менее понимать, что к чему, я платы донора буду крестиком помечать. А обычный будет без крестиков, и тогда мы будем с вами сравнивать их, смотреть, что к чему по платам. Ну и начнем мы, пожалуй, с сидюков. Вот я снял два привода, крестиком, как я уже сказал. Это тот, который у нас на 110 вольт, который необычный. Вот это обычный. Ну и что мы видим? Мы видим сразу о том, что приводы у нас разные. Даже вот так вот, то есть внешне они уже некоторыми вещами отличаются. Вот тут у нас с этой стороны у нас ось видна, здесь у нас ось закрыта. И что у нас по платам они тоже отличаются. Как видите, вот это у нас крестик, это у нас без крестика. Какой из этих приводов лучше, я честно вам скажу, я не знаю. Кто в этих приводах разбирается, скажите, напишите мне, то есть какой из этих приводов все-таки лучше, точнее транспортов, приводов, кому как. Но как по мне, мне больше нравится, когда микросхем больше. Хотя вот давайте посмотрим микросхемы. Значит, вон она одна основная, вот она другая основная. Мы видим, что, насколько я понимаю, микросхемы у нас тоже разные. Тут 26-я. Да, микросхемы у нас разные. Платы эквалайзеров. Значит, что у нас? Что бросается в глаза? Это у нас маркировка.
Значит, BA это у нас простой HC40. А здесь у нас CA. Вот. То есть где-то различия есть. Где, ну, честно говоря, я пока понять не могу, но сейчас попытаюсь найти. Ну и таки только я одно отличие нашел. Вот, посмотрите, посмотрите, посмотрите. Кондер, вот C353. Рядом L-ка, L356. Вот таким образом это все сделано. Это на 110 вольтовой. А на обычной у нас этот конденсатор отсутствует. Его нет. Элька тут осталась, но опять-таки деталь другая. Больше я отличий не нашел. Может быть, вы мне скажете, может кто-то глазастее, поставьте на паузу. Вот, к примеру, это обычная плата. Вот это та, которая со 110 вольтовой. Поставьте на паузу, может вы найдете какие-то отличия. Так, теперь наша плата, та, которая у нас с индикатором. Значит, как я и предполагал, значит, что добавили, давайте вот так вот мы положим, покладем, а то мне всегда делают замечания по этому поводу. Вот смотрим, вот это у нас 110 вольтовая, вот это у нас справа, это у нас обычно. Значит, опять-таки на 110 вольтовой есть у нас переключатель. И что они тут добавили? Они добавили резистор 1, резистор 2, резистор 3 и резистор 4. Все, больше я так никаких отличий не увидел. Это что касается платы с индикатором. С нашим. Давайте посмотрим еще внимательнее. Опять-таки я могу где-то что-то не досмотреть. Но опять-таки индикации BA и CA. Ну, вроде они одинаковые. Так больше я особо я не вижу где-то каких-то изменений. Так, гоним дальше наших городских. Так, что касается основной платы, все без изменений, те же микрухи и так далее. То есть тоже к основной плате пока вопросов нет. Давайте, наверное, пойдем мы к тюнеру. Тюнер посмотрим. Платы тюнеров, вот здесь нас и ждали самые главные сюрпризы. Вот смотрите, это 110 вольтовый тон с крестиком, это у нас обычный. Что мы видим? Самое главное, у нас надпись Two Band Tuner. А на 220 вольтовом у нас Free Band Tuner. Руслан говорил о том, что когда его донор работал, он был исправен, то здесь у него FM был. Значит, я могу предположить, что там было всего-навсего два диапазона. Это FM и AM. Когда в нашем, всеми нашим любимым, тут три поддиапазона. FM, AM и LV. Вот. Ну, по деталям вы сами видите о том, что насколько в 110 вольтовом не хватает их. Так, ну что, давайте посмотрим. Осталась у нас лентопротяжка, и как-то заглянем мы вовнутрь на блок питания. И не хочется мне его снимать. Ну, как-то да позаглядываем. Так, лентопротяжки. Визуально я вам скажу так. Я никаких отличий не увидел. Вот этот вот лак какой-то, это все не мое. Это, видать, от прошлых ремонтов что-то пооставалось. Все здесь у нас одинаково. Одинаково. Никаких отличий в принципе я и не вижу. Они полностью лентопротяжки идентичны. Хотя, опять-таки, маркировка A, тут маркировка B. Так, ну что, есть у нас отличие по блоку питания. Если вот так вот будет видно. Вот это у нас тот, который 110 вольтовый. Трансформаторы размер одинаковый, но вот посмотрите количество деталей, что тут один диодный мост и 4 бумаги стоит, и больше ничего нет. Ну там пару резисторов и все. А вот сейчас я покажу тот, который на 220. Вот который на 220. Бумага побольше, деталек чуть-чуть побольше. Так, в принципе, все визуально полностью одинаково. Ну что, теперь, как говорится, выводы. Выводы очень интересные. Когда я поскручивал все аппараты,
Я совершенно случайно посмотрел на свой аппарат. И смотрите, что я увидел. Вот это вот уже третий аппарат. Это мой, все, у меня никак руки не дойдут его отремонтировать. И у меня есть еще выход на наружную антенну. А на тех двух не было. Мы с вами увидели 3 исполнения 680 модели. На 110 вольт, на 220 вольт, но без выхода на наружную антенну. У 110 вольтового тоже нет выхода на наружную антенну. И есть еще 220 вольт, еще с выходом на наружную антенну. Очень, конечно, жаль, что нет возможности послушать аппарат тут, который более мощнее. Было бы интересно его сравнить. Но факт остается фактом. Так что имейте в виду, 680 моделька. Вот сейчас мы увидели ее в 3 разных генерациях. Ну что, на этом я буду заканчивать. Всем мира, добра, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Нет войне. Пока-пока.